Всем привет! Сегодня мы проведем с Татьяной тренировку на ягодичные мышцы. Это новая тренировка в ее тренировочном плане, который мы составили для ее грядущей подготовки к Арнольду Классик в Британии. Татьяна будет тренироваться с большой любовью тренировать свои ягодицы и наполнять их жизненными силами. Ну а я буду рядом стоять и чего-то бубнить. Погнали! Первое упражнение, с которого мы начнем сегодняшнюю тренировку, это болгарские выпады с использованием вот такого роллера. Это платформа, которая движется по рельсам. В тренажере Смита, соответственно, мы занимаем положение. Упражнение направлено на развитие большой ягодичной мышцы. Таня чуть вперед выставляет переднюю ножку, но так, чтобы вот пятка у нас была на линии с направляющими. При движении вниз колено остается у нее в проекции пятки у передней ноги. Задняя нога чуть подсогнутая в коленном суставе. На роллере отъезжает назад по рельсам. Татьяна встает за счет приведения таза в исходное положение, садится вниз за счет отведения таза назад. При этом осуществляет толчок от пола пяткой. Поясница в статике напряжена. Выдох на подъеме. Все как обычно. Это упражнение Татьяна делает впервые. У нас вот появился такой девайс. Сегодня мы его будем использовать в некоторых движениях. Как ощущение? Ну, похоже на выпады на степпере в Смите. Ну, типа зашагиваем. Угу. Но просто эта штука помогает не толкаться задней ногой. Угу. Но если у вас есть сила воли, то, в принципе, и без этой штуки можно не толкаться задней ногой. Но так легче контролировать. 30 секунд отдыхаем. Используем какие-то девайсы, которые упрощают нам жизнь и тренировочный процесс. Да, отдых у Татьяны между ногами по 30 секунд. Мы не делаем их подряд, но после второй ноги отдых минута. Также в этом упражнении и в любых выпадах всегда очень важно контролировать положение таза. Значит, вот у нас ориентир, тазобедренные суставы и подвздошные косточки. Если мы, допустим, будем смотреть сзади, не должно быть такого, чтобы одна сторона таза при движении вниз очень сильно опускалась либо ниже, либо выше, поднималась, соответственно. Очень важно, чтобы это все соблюдалось. Также к вопросу о плоскостях. У впереди стоящей ноги, чтобы ягодица полноценно работала, коленный сустав и тазобедренные суставы должны быть в одной плоскости. Тазобедренный сустав. То есть вот здесь при движении вниз тазобедренный сустав не должен выходить наружу и тащить за собой весь таз, опуская тем самым противоположное крыло вниз. И это очень важно контролировать. Дан. Как ощущение по мышцам? Ну, сейчас поп на память. На память? Да, кстати, в случае Татьяны очень важно зафиксировать до и после во время тренировки. И это, кстати, тоже достаточно хороший показатель того, насколько большой объем крови может поступать в конкретную мышцу. Если большой, то все хорошо. Большой мышцы, большой объем крови. Отлично. Что дальше делаем? А мы закончили? Да. Окей. Меня хватит. Дальше мы разбираем тренажер. Вот, и попробуем использовать эту же рамку для сгибания ног. Куда-то меня в уголок ставит. Уголок для импровизации, да. Тоже делаю первый раз. Может быть, ты покажешь? Ладно, что делать надо, хорошо.
Мне очень нравится показывать на модели. Ложимся на спинку. Да. Это упражнение можно делать и как основное, и как добивочное, так сказать, как любят называть такие движения. Но если делать его достаточно концентрированно, именно за счет сокращения задней поверхности бедра, то, конечно, ощущения будут прекрасные. Аналог этого упражнения TRX. TRX, совершенно верно. Вот это подвесная система, где ноги фиксируются в петлях. Ну, посмотрим конкретно с этим и сравним. Татьяна даст обратную связь. Только в TRX таз уже априори поднят от пола. Да. А здесь что надо сделать? А здесь надо поднять таз в положении мостика, да. Ноги здесь, естественно, до конца не выпрямляются. Таз чуть-чуть повыше. Вот. Угу. Соответственно, с учетом того, что у нас не выпрямляется коленный сустав полностью, у нас задняя поверхность бедра постоянно находится в напряжении. И за счет сгибания ног в коленном суставе Татьяна доводит до пикового сокращения как раз группу мышц, которая называется хамстринги. Если таз поднимать, прикольнее. Так вот. Можно и так делать. Ну, в принципе, Прям. мы не любим ограничивать в выполнении упражнений, в импровизации во время выполнения упражнений и друг друга, и наших подопечных. Вот. Как ощущения? Крутая штука, очень похожа на TRX, просто на TRX еще баланс нужно постоянно ловить, и здесь стабильно. Ну, как в сравнении, допустим, Смита и приседаний со штангой. Да. Хорошо. Значит, больше фокуса, значит, больше концентрации. Нет, ну, приседания со штангой мне больше нравится, чем Смит. А вот сравнение ягодичного моста в Смите и со свободным весом, да. С свободным весом думаешь о чем угодно, только не ягодица. Чтобы штанга лежала, чтобы она не упала, чтобы ее не перекосила. Угу. Это вот как раз уже такой достаточно индивидуальный момент, когда спортсмены под себя подбирают какие-то упражнения наиболее эффективные. Есть фанаты выполнения ягодичного моста со свободным весом, причем только со свободным весом. Есть фанаты вроде нас, которые любят выполнять в тренажере Смита или в целом в тренажерах для ягодичного моста. У нас просто пока их в зале нет. Мы ориентируемся на ощущения. Вот вариант без движения тазу наверх-вниз. То есть я его просто подняла и дальше сгибаю. Как правильно это называется? Голени? Сгибание голени. Да. А есть еще вот такой вариант. И вот здесь вот задняя поверхность кричит и ноет. Но в целом, да, если мы уже начинаем еще и таз поднимать, тут прям как будто бы вся задняя цепь у нас пытается помочь в этом движении. Очередное упражнение в нашем тренировочном плане – это приседание в тренажере Смита на скамью. Ну, естественно, отличается оно от обычных приседаний тем, что у нас амплитуда движения ограничена, но важный нюанс. Мы садимся на скамью и останавливаемся. То есть здесь очень важно не просто коснуться легко поверхности спинки скамьи в данном случае, а именно сесть и прям потушить движение, так сказать, да. Ну, то есть мы не расслабляемся, но садимся основательно. И как раз мы акцент в этом упражнении делаем на подъем. Но внизу им полного расслабления у нас нет. Значит, также коленный сустав у нас остается в проекции пятки. Стопы стоят на ширине тазобедренных суставов параллельно. Татьяна садится за счет движения тазом назад и встает за счет приведения таза в исходное положение. И подчеркиваю, что очень важно, что сесть надо прямо на скамью полностью. Как ощущение? Ну, это упражнение ты уже делала, да, поэтому, допустим, для тебя принципиальная разница в сравнении с приседаниями в Смите или с приседаниями со свободным весом вот этого упражнения.
на старте при подъеме наверх прям сильнее всего включается попа. Когда приседаешь со штангой, как будто бы там перетягивает квадр еще частично на себя. А здесь прям только попу чувствуется. Ну вот на самом-самом пике вот здесь. Потом уже все работает. Хорошо. Ну, я могу, допустим, немножечко подтянуть с точки зрения кинезиологии. Большая ягодичная мышца у нас участвует в движении разгибания бедра. И преимущественно у нас эподвижение осуществляется во время подъема, в повседневной жизни. Допустим, если человек садится, то вот этот подъем с любого кресла, стула должен осуществляться обязательно с участием большой ягодичной мышцы. Но бывает так, что у большинства людей, может быть 50 на 50, большие ягодицы не участвуют в их жизни, да, то есть в подъеме вот со скамьи, со стула, в подъеме на ступеньки в жизни, в ходьбе. То есть другие какие-то мышечные группы берут на себя этот функционал, в частности, квадрицепс в большей степени. И вот очень важно, вот это упражнение помогает ягодице почувствовать, что она есть, что она должна работать. И, допустим, с точки зрения визуальной диагностики, если мы Татьяну сейчас попросим выйти и сесть на скамеечку, вот сбоку она садится, просто садится. Да, вот она села, сидит, как это делает большинство людей. И вот когда она поднимается, да, очень важно, что она не сильно наклоняется вперед, пытаясь перенести центр тяжести, да, допустим, вот если бы она сильно вот таким образом вставала, это уже говорит о том, что ягодица работает очень плохо. Если она пытается, это, кстати, тоже очень важный момент, помочь себе руками, оттолкнувшись от колен, это тоже чаще всего будет говорить о том, что у человека ягодицы не работают. То есть это происходит на таком интуитивном уровне. Люди не думают, когда это происходит, но если ягодица слабая, то они пытаются себе всегда чем-то помочь. Либо переносом центра тяжести, либо опорой руками. Соответственно, чем вертикальнее встаешь, тем сильнее работает Да, ягодичная. да. А то, что мы здесь опираемся на штангу частично и помогаем сохранить вертикальное положение тела. Она как раз и помогает нам сохранить вертикальное положение тела, чтобы мы сфокусировали всю нагрузку на целевую мышечную группу. Ну, все верно. Приседаешь, ты же все равно наклоняешься. Там поэтому так попа, наверное, и не чувствуется. Ну, наклоняешься на самом деле не так, чтобы, потому что у тебя проекция грифа будет примерно на середине стопы. То есть ты уводишь таз назад, а корпус наклоняешь вперед ровно настолько, насколько технично ты должна сесть. А вот если человек низко наклоняется, то это как раз намек на то, что в базовом движении, где нельзя распределить акцент нагрузки, будет акцент нагрузки распределен на переднюю поверхность бедра и спину. Да, локоточки, Танюш, пониже. Ага. Вот в данном случае у нас уже 80 килограмм на грифе. Видно, что движение потихонечку затрудняется у нас. Хорошо. И вот я уже вижу, что наполнение пошло. Наполнение пошло. А с поясом можно делать? Конечно. Как-то мне комфортнее. По непонятным причинам. Желательно с каким-нибудь брендовым. Ну, это на будущее сейчас принесу. У нас завершающий подход. И вот сейчас будут вопросы, откуда на Татьяне появился ремень. И зачем, самое главное. Хороший вопрос. Я не могу на него дать ответ. Но как будто бы у меня поясница лучше держит тонус, когда на мне что-то тактильно есть. Ну, может быть, это попытка ограничить внутрибрюшное давление.
Ну, живот-то у меня не упирает, с учетом того, чем я Но, занимаюсь. по крайней мере, с ремнем ты будешь тратить меньше сил на то, чтобы создать напряжение полноценное для движения. Я больше не на живот, а на спину все-таки эффект чувствую. Ну, сейчас все читатели подмеда сразу... Я понимаю, Наброситься. поэтому я не могу дать ответ на этот вопрос. Ну, типа, В общем- мне так проще, в общем, вот и все. Философия такая, что работает все, во что вы верите. Все, вот что не было. Если ты надеваешь ремень с мыслью о том, что тебе проще, значит тебе проще. Сила мысли. И никакие ссылки на подметки дать нам не надо. Следующее упражнение в нашем сегодняшнем дне, ягодичном дне, это так называемая лягушка. Не знаю, кто придумал такое название для этого упражнения. Определенно, наверное, какая-нибудь дама. Значит, что мы делаем? Ставим скамеечку, устанавливаем, по уровню, в данном случае это вот на третьих крючках ограничители по высоте. Также очень важно зафиксировать. Вот мы, допустим, фиксируем манжеткой кронштейн, чтобы он не заворачивался на крючки. Соответственно, вес у нас сейчас 20 килограмм. Татьяна посередине лежит, примерно на уровне лобковой кости у нее край спинки скамьи. Пятками она упирается у нас шире плеч по ширине, именно ближе к пятке опора, чтобы исключить движение голеностопа. И с выдохом наверх до параллели бедра с корпусом она пятками давит на гриф. Происходит это вот таким образом, да. Я, у нас уже наработанная схема, оказываю небольшое сопротивление при движении вниз, тем самым проверяя полноценность ее негативной фазы, что она не расслабляет ягодичные мышцы при движении вниз во время растяжения. Постоянно под нагрузкой мышца, и как раз в негативной фазе нагрузка не уходит, а наоборот возрастает. Бытует мнение где-то в интернетах олдскульных, когда еще не было подмеда, что во время негативной фазы мышца сильнее. Поэтому мы поднимаем нагрузку с моей помощью для ягодичных мышц Татьяны посредством моего давления на гриф. То есть она находится под моим постоянным гнетом и прессингом. Факт. Да. Так, еще раз ставим ножки шире плеч, ближе к пятке. Угу. Вот, и как уже говорили в своих эфирах, если партнера рядом нет, можно использовать резинки, которые можно прикрепить либо к скамье, либо к основанию Смита. Чуть пониже, конечно. Вот сюда, да, и отсюда наверх. У нас в данном случае работа уже достаточно синхронизирована друг с другом. Вот, я давлю ровно столько, сколько нужно, не сильнее и не слабее. То есть у нас сейчас здесь нет борьбы. Я просто помогаю ей в момент негативной фазы не ронять на себя гриф. И для тех партнеров, кто будет пытаться сделать то же самое движение, это, кстати, отличное движение на трицепс и на низ грудных. Так что можно просить вашу партнершу давить посильнее. Подходим к завершающей, поэтому выкладываемся до конца. И вот мы выложились до конца. Прекрасно. Обязательно после себя тренажеры разбирать. Так делают только хорошие мальчики и девочки. Даже если это съем. Следующее упражнение в нашей программе – это зашагивание на тумбу. Находим тумбу примерно по высоте, так чтобы она была на уровне колен или чуть-чуть пониже. Да. Становимся к ней поближе. Размещаем одну ножку на поверхности и за счет толчка пяткой поверхность тумбы мы осуществляем подъем. Важно отметить, что
Это упражнение очень хорошо зайдет тем, у кого с ягодичными мышцами все в порядке. В противном случае человек будет чувствовать бедро. Вот здесь можно, кстати, чуть-чуть таз доводить. Ну, да, вот именно до такого состояния, причем подконтрольно. Именно за счет сокращения ягодичной мышцы. Да? Также стараемся, чтобы у нас колено не выходило дальше середины стопы, если смотреть сбоку. Хорошо? Что-то я его давно не делала, и что-то меня сильно шатает. Ну, первый подход всегда такой пристрелочный. Организм и нервная система настраивается на выполнение упражнения, дает мышцам сигналы, какие должны включаться, какие должны работать как основные, какие должны стабилизировать. Поэтому второй подход будет определенно уверенней. 30. Про центр тяжести еще при движении. Я думаю, если... Про движение вниз стараемся не падать. То есть мы подконтрольно опускаемся и также не сильно далеко ставим назад ногу. Ну, то есть фактически, если бы тумба была закрыта с двух сторон, то задняя нога должна скользить прям по стенке, по поверхности тумбы. Здесь тумба пустая, полая, поэтому Татьяна корректирует положение ноги самостоятельно. Да. И очень важно сфокусироваться также на движении вниз. Чем плавнее оно будет, тем лучше. Также важно заметить, что толчок у нас осуществляется передней ногой. Потому что некоторые выполняют это упражнение, толкаясь от пола задней ногой. Это тоже очень важный нюанс. Хорошо? Ай, что ж так тяжело. Вот, ну и надо отметить, что все тренеры очень любят выпады в проходке, зашагивание на тумбу, потому что это достаточно энергоемкие упражнения, потому что на них тратятся калории, работают большие мышечные группы. Вот, ну и нагрузка очень хорошо распределяется на нижнюю часть тела в целом. Но зачастую сами тренеры выполнять такие упражнения не очень любят. Если висячее упражнение, значит работает. Да, есть такие поговорки в мире бодибилдинга. А еще, если это противного называется, если тебе нравится какое-то упражнение, значит, ты делаешь его неправильно. Вот. Все это прибаутки из подвальных качалок. На самом деле, до сих пор они очень актуальны. У людей почему-то в тренде вот эта вот память о том, как было раньше. Все всегда все вспоминают. То, как начинал качаться, что не было ни информации, ни каких-то статей научных, ни исследований. И вот тут такие вот шутки рождались. С второго подхода намного стабильнее. Да. Поэтому во всех упражнениях всегда должен быть предварительный разминочный подход. Даже если вы уверены в движении, даже если вы уже разогрелись, надо нервной системе дать понять, что сейчас будет происходить с организмом, с телом, какие мышечные группы должны быть включены. Больше повторений или больше вес? Я сторонник того, что работать надо в рамках рабочих повторений, которые тренер прописал. Если написано 12, значит 12. И дальше вопрос становится только в том, что надо подобрать рабочий вес под 12 повторений. Вот это самое сложное. Но у нас есть ориентиры. У нас есть ориентир по технике выполнения упражнений. У нас есть ориентир по амплитуде движения. Вот. И у нас есть ориентир по запасу сил в конце упражнения. Ну, как правило, запас сил должен быть на 1-2 подхода. По технике не должно появляться каких-то гуляющих узлов в движении. То есть
коленный сустав не должен гулять. Мы не должны пытаться помочь себе сторонними мышечными группами при выполнении этого упражнения, то есть чтобы нагрузка не уходила у нас с солевой мышцы. Также амплитуда движения должна быть той, которую назначили. Ну, в данном случае мы работаем в полный. Кстати, насчет того, как держать гантели. Уж не знаю, насколько это разумный совет. Но если большой вес, у вас устают предплечья или кисти, вместо того, чтобы держать вот так, пробуйте держать вот так. Да, ну и, кстати, вот если спереди еще смотреть, надо также обратить внимание на то, что у нас колено смотрит в сторону направления носка на стопе. И тазобедренный сустав у нас не выходит в сторону. То есть у нас все в плоскости вертикальной, тазобедренной, коленной и пятка. Да. Не очень хорошо это упражнение будут выполнять люди с слабым тонусом мышц свода стопы, ну или с плоскостопием, потому что колено будет при вальгусной деформации стремиться вовнутрь. И потребуется дополнительное усилие, чтобы контролировать положение колена. Вот. Кто-то создает, допустим, посредством эспандеров, резинок стабилизацию. Вот. Но лучше, конечно, не забывать, что свод стопы должен быть таким же активным, как и все остальные мышцы, потому что стопа – это опора, и существует прямая связь между рабочей активной стопой и ее сводом, между здоровьем коленного сустава и между силой ягодичных мышц. У людей с плоскостопием чаще всего с ягодичными мышцами проблемы. У них боли в пояснице. Это следующий узел в этом маршруте. Именно потому, что ягодицы у них не участвуют в движении. Поэтому свод активный должен быть. Очень хочется оттолкнуться задней ногой. Но опять же, если у вас есть воля и желание занять первое место, то лучше этого не делать. Ну, для сравнения могу показать. Мне кажется, я раз 50 так могу сделать, если не больше. Но это неправильно. Пойдем? Итак, следующее упражнение – ягодичный мост с использованием Т-грип. Для этого мы подставляем скамеечку, Т-грип, блинчик на нем. Значит, дальше с помощью партнера мы располагаем гриф на одной из сторон. Вот здесь. Даже, наверное, Танюш, тебе надо сместиться чуть больше в сторону. Да. Коврик у нас не должен мешать. И свободное бедро вот этой ноги в данном случае у нас может свободно сгибаться. То есть еще дальше чуть-чуть надо подвинуть себе. Да. Вот таким образом. Ножку прям вот на сантиметрик вперед, опорную. Это далеко. Вот здесь. Да. Опора у нас под лопатками. Опускаем таз вниз. И с выдохом поднимаем до линии бедра с корпусом. Это упражнение хорошо подойдет для разнообразия в вашем тренировочном процессе. Это упражнение хорошо подойдет, если у вас есть какая-то асимметрия в ягодицах или, допустим, одна сильнее, одна слабее. Фактически мы сейчас делаем акцент на ту сторону, с которой у нас гриф расположен. В данном случае это левая нога. Прекрасная возможность сжать только одну булку. Но при этом хочу добавить, что выполнение этого упражнения можно делать как по одной ягодице, делая отдых, так и вот чередуя. Но меньше возни, конечно же, будет, если мы будем делать по одной. Поэтому сами смотрите по силам, по времени, по возможности, по свободному пространству. Ну, в данном случае сейчас у нас здесь висит 15 килограмм, всего один блин. При условии того, что
В среднем рабочий вес Татьяны на ягодичном мосту в районе 200. И сейчас она закончит выполнять подходик и поделится ощущениями. Хорошо. Ощущение, что у меня одна ягодица сильнее другой. Ну вот, кстати, да, когда мы выполняем разноименные упражнения, всегда какие-то такие моменты могут вылезти наружу. И вот как раз для решения этих вопросов вот такая история придумана. Вот, по весу, что скажем? Хватит. Хватит, да, то есть вот казалось бы при большом объеме для работы в привычном исполнении моста двумя ягодицами, двумя ногами, всего 15 килограмм достаточно для того, чтобы выполнять это движение одной стороной. Здесь еще стабилизация подключается. Из-за того, что на одной ноге стоишь. Очень многосоставные движения, мои любимые, но что поделать. Если тренер прописал, нужно делать. Представляем? Да. По поводу прописи тренером, это, конечно, золотое правило. Меньше импровизации должно быть всегда, меньше. Но она должна быть. Но согласована. Ну, допустим, если вы будете выполнять это упражнение в одиночестве, можно под блин подложить другой блинчик, чтобы было удобнее снимать самостоятельно с пола. Итак, наша тренировка подошла к концу. Все упражнения, которые вы сегодня видели, вы можете выполнять в 3-4 подходах по 10-12 повторений. Как были ощущения? Попа напанькана. Это самое главное. Что понравилось больше всего? Приседания на скамью. Но я уже выполняла это упражнение. Плюс сгибание, тоже очень похожее на мое любимое в TRX. Вот здесь альтернативу посмотрели. Тоже классно. Но, к сожалению, не у всех есть этот прекрасный тренажер в тренажерных залах, поэтому пользуйтесь TRX, тоже зачетное упражнение, зачетный вариант его исполнения. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите колокольчик и до новых встреч. Всем пока.